Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую на своем канале. Желаю вам здоровья, вам, вашим семьям, благополучия и удачи. А сегодня мы будем делать капусту. Мы ее будем мариновать. Это самый быстрый способ приготовления капусты. И очень-очень вкусно. Начинаем. Так, нам понадобится капустка. Так, здесь у меня 3500. Но я ее еще уберу кочерышечку и потом взвешу, сколько будет у нас полностью чистой капусты без кочерышки. Сейчас я разрежу. Капуста у меня белокочанная, сочная, очень сочная капуста. Получается очень вкусный рецепт этой капусты. Так, ну что, не буду я пока обрезать кочерышку, чтобы она держалась. А просто начну потихонечку ее шинковать. Можно ее нарезать кубиками, квадратиками, кто как хочет. Я эту капусту по этому способу режу так же, как на маринованную. И именно режу не вот так вот, а режу именно вот таким вот образом. Тогда она получается, как вам даже сказать-то, ровнее, что ли, эти... Вот, видите, как получается? Нету вот таких больших прям пластов. Надо мне нарезать всю вот капусту, а потом просто кочерыжечки взвешиваю и скажу, сколько это у меня тут полностью этой капусты будет в чистом виде. Плюс, чем тоньше капуста, тем получается быстрее время на приготовление. Так, сутки. Если вы будете резать кубиками, то капуста примерно сутки. Можно через сутки ее есть. И хранится она в холодильнике примерно неделю. Ее можно делать с любой капусты, так же как вот с этих пекинских салатов. Капуста есть пекинская, вот это вот. С нее делать, с краснокочанной капусты можно делать вот такую капусту, мариновать так. Ну и плюс капуста всегда круглый год есть в магазинах. Ее вот сегодня сделала, на завтра уже можно есть. Вот она какая получается у меня капустка. Так, возьмем чашку и будем складывать в эту чашечку. Все, что нарезано. Ну вот, прошло совсем немного времени. Капусту я порезала, пошинковала. Как правильно сказать, не знаю. Ну, порезала, наверное. Вот такая вот капустка. Вот столько у меня ее получилось. Она уже сок дает. Руки всем прям вот влажные от ее сока. Так я еще не солила ее. Ждите, друзья, надо посолить. Она уменьшится потом в объеме, ее не будет столько много.
соли нам надо примерно на... Да, капусты сколько у меня, сейчас я вам скажу. Так, это кочерышки. 400 грамм кочерыжек, но это не важно. В общем, получается 3 килограмма капусты. Значит, на 3 килограмма нам надо 3 чайных ложки соли без горки. Так, вот одна чайная ложечка. Вторая. И вот третья. Соль мы не убираем, она нам еще понадобится. Сейчас я это помешаю чуть-чуть, чтобы добавить ту капусту. Потому что нам все равно, вот ее надо будет оставить примерно, эту капусту на час. Если вы будете делать кубиками, резать капусту, то ее нужно будет часа на 2. И каждый кубик вот разделить, чтобы прям по отдельности было это все. Ну, так тоже не менее вкусно. Вот она уже, говорю, сок дает сочная, такая блестящая. Так, сейчас мы ложим эту капусту сюда. Все. Еще раз помешаю. Немножко, вот я даже чуть-чуть так пожму. Вот так, все, перемесила капусту и оставляем ее. Вот минут 10 она постояла у меня с солью. Сейчас я еще сюда натру морковку. Вот примерно на 3 килограмма надо вот такое количество морковки. Кто любит морковку, можете и положить ее больше. Она тоже очень вкусная в этом салате. Все, натираем морковь. У меня такая вот терка для морковки по-корейски. Вот я на ней буду тереть морковку. Так, ну вот, все, я дотерла морковку. Сейчас я перемешаю ее с капустой. Ой, капуста уже столько соку дала. Как бы вам еще его показать в такой чашке, сколько там сока. Ну вот, прошел час. Капуста вообще хорошо получилась. Прям вот сочная. Соку тут очень много. Не знаю, видно вам, не видно. Но соку тут хорошо в капусте. Так. Я набрала просто холодной воды. Так как у нас своя колонка. Вода просто холодная. Вы можете взять фильтрованную воду. Это не имеет значения. Так, ну и приступаем. На 3 килограмма капусты нам надо 2-3 неправильно сказала. Это 2-3 столовые ложки на килограмм. В общем,
Нужно 8-9 столовых ложек сахара на 3 литра воды. Так, возьмем сахар. Без горочки. Так, сахар я положила. Соль. Нам нужно 3 чайных ложечки соли. Все тоже добавляем сюда. Без горочки. Я потом рецепт напишу в описании под видео. Ну, я, наверное, вам дам на килограмм капусты, то бишь на рассол, на литр воды. И перцу черного. Ну, по вкусу. Вот перец сюда идет черный по вкусу. Тут нет никакой, как бы, обязательной рецептуры для перца черного. Можете вообще не хотите, не ложите. Но для вкуса он все равно нужен. Он все равно придает определенный аромат. Капуста все равно не получится сильно острой. Так, кориандр нам нужно будет. У меня кориандр молотый. Ну, лучше всего взять кориандр молотый. И положить его сюда нужно 6 столовых ложек кориандра. Черт, я мучаюсь. 3 положила. Тоже горку большую не делайте много, но кориандр в этом рецепте должен обязательно присутствовать. Он не будет сильно чувствоваться. Чуть-чуть добавлю. Все. Так, берем. Так, перед чили. На литр идет 2 чайных ложки, значит, нам нужно 6 положить. Вы не бойтесь, вот у меня такой крупномолотый перец. Я его ложу. По вкусу он нормальный получается, не острый. 6. Положила. Паприка сладкая. Сюда еще идет. Молотая. Она не острая. Это перец сладкий, болгарский, перемолотый. Его нужно сюда тоже 6 ложечек положить. Шесть. И уксус. Получается тоже уксус нужно 3 столовых ложки. Уксус 70%. Уксусная кислота 70% идет. Это не 9, не 6%, а именно 70%. Он очень хорошо, он не будет чувствоваться. Тут его получается на такое количество совсем мало. Не бойтесь. Но столовые ложки не должны быть прям вот полнехонькие, чтобы с них выливалось. Чуть-чуть не доливаем до краев. Раз. Два. Вот. 3 ложки столовых уксуса. Все. Это все надо размешать нам. Нам самое главное, чтобы растворилась здесь соль и сахар. Вот это во всем.
И вода нужна здесь не теплая, не горячая, не какая-нибудь, а именно холодная вода. Чем холоднее даже будет, тем лучше. Так. Ну все, вот. Ни соли, ни сахара не осталось, все растворилось. Буквально очень даже хорошо. Все, выливаем. Все полностью выливаем сюда. Вот так. Это все перемешиваем. Тут воды получается сам сок, капуста сама дала сок, плюс вы добавили еще рассола. И вот прям вот так вот хорошо нужно, чтобы это все перемешалось, чтобы перчик везде попал, все специи везде пролезли. Это нужно все хорошо перемешать. Вот, смотрите, сколько воды у меня тут получилось, видите? Но это еще не все. Мы будем еще ставить ее под пресс, оставлять в теплом месте примерно на сутки. Друзья, я совсем забыла, что нужно добавить чеснок. Не знаю даже, сколько тут чеснока. Как сказать-то? Давайте по 3 зубчика на каждый килограмм, литр капусты. Сейчас я его так вот порежу. Потом мы его... Он тоже очень хорошо промаринуется, он будет очень вкусный. Пахнуть им не будет чесночком. Так. И все. Тоже добавляем чесночка, перемешивать. Перемешать надо обязательно еще разочек. Раз уж я забыла чеснок, надо перемешивать. Ну вот, перемесила. Ну и теперь что? Теперь берем какую-то посуду, ставим. И другую ставим под гнет. Как гнет. Капусту, чтобы у нас была под гнет. Вот видите, сколько тут жидкости получилось. Сама по себе даже она очень вкусная. Эту капусту можно есть с любым блюдом. Ну, кроме, конечно, супом, может, кто-то предпочитает суп съесть с такой капусточкой. А так со вторым это просто прелесть. Делайте. Очень вкусно получается капуста. До свидания.